Духовные кольца – важная часть любого мастера на континенте. Невозможно поднять уровень и получить новые навыки без колец. Но так ли они важны в Божественном Царстве? Что произошло с кольцами Тансана, когда он поднялся в мир богов? Мы знаем, что став морским богом и асурой, он имел в общей сложности 19 духовных колец, красные и 2 золотых божественного уровня. К сожалению, в финальной битве нам мало показали кольца Тансана и его навыки. А если точнее, то вообще ни разу Тансан не активировал свое кольцо или навык. То же самое касается богинь Тянь Ринсюэ и Бибидун. Мне кажется, это большое упущение со стороны создателей, так пренебречь духовными кольцами. Если вспомнить, каким трудом и жертвами Тансан их получал, чтобы потом почти не использовать. Дело в том, что после становления богом все кольца мастера улучшаются. Они становятся пропитанными божественной силой, а значит их умения также сильнее. Особенно выделяется 10-е божественное кольцо Тансана, полученное после становления морским богом. Оно золотое, но с ярко-синим оттенком по краям. Было бы здорово увидеть 4 его навыка. Что же стало с кольцами Тансана в Божественном Царстве? У него по-прежнему было 17 красных колец и 2 золотых, но у богов появляются другие божественные кольца, которые указывают на уровень бога. Бог-офицер – 1-2 божественных кольца, бог 3-го класса – 3-4 божественных кольца. Бог 2-го класса – 5-6 божественных колец, бог 1-го класса – 7-8 божественных колец и бог-король – 9 божественных колец. У Тансана, как бога-короля, будет 9 божественных колец такого типа. Но эти кольца совсем не то же самое, что кольца, полученные от духовных зверей. Это своего рода ореолы, или кольца богов, обычно находятся за спиной божества. Их количество указывает на уровень бога. Божественные ореолы, или кольца, это признак познания закона. Вообще, божественные кольца есть у всех богов, но в разном количестве. Даже если до становления богом он развивался не путем боевой души. Цвет колец уровня бога также различается в зависимости от атрибутов самого бога. Эти ореолы у богов за спиной разного цвета. Сине-золотой у морского бога, темно-фиолетовый у Ракшасы, темно-красный у Асуры, золотой у бога-ангела и так далее. В Божественном Царстве кольца – это лишь источник энергии, и они отходят немного на второй план. Их качество определяет изначальную силу и другие некоторые факторы бога, но никак не являются ключом к могуществу бога, потому что в Божественном Царстве не так важно само понятие духовной силы. Куда важнее сила веры и божественная сила, ментальная связь силы веры и пониманием закона Вселенной, а кольца – это лишь усиливающий фактор. Первостепенную роль играет сила закона и происхождения Вселенной. Тансан – владелец престола морского бога. Закон, находящийся под его контролем, это сила моря во Вселенной. Владея положением Асуры, законом мироздания управляет сила убийства и суда в сердцах людей. В Божественном Царстве Тансан в битвах практически никогда не полагался на навыки своих колец или духов, а в сражениях он в основном использовал ментальную силу, трезубец морского бога и его 13 золотых алебард. Изредка он прибегал к силе Асуры. Интересно, что Тансан продолжал развиваться в Божественном Царстве. Он становился сильнее, и его культивация не прекращалась. По своей сути, культивация в Божественном Царстве – это один бесконечный путь познания закона Вселенной. И чем больше закона Вселенной познает Бог, тем больше он с ней сближается, и можно сказать, тем сильнее становится как Бог. Например, потратив некоторое время, Бог 3-го класса, познав определенные законы Вселенной и улучшив свои кольца Бога, это же ореолы, то он может подняться до Бога 2-го класса, и так до Короля Бога. И это же относится к Тансану. Первоначально морской бог был богом 1-го уровня, но Тансан поднялся до уровня бога-короля и стал сильнейшим с точки зрения контроля. То есть Тансан поднял и положение морского бога до уровня короля, как и Асура. Что касается духовных колец Тансана, то первоначально, да, они были прежними в Божественном Царстве, такими же, как на континенте. Однако потом у него все они станут золотыми. В конце 5-й части Тансан по-настоящему вернулся на уровень бога. Он использовал свои боевые души, молот чистого неба и сине-серебряного императора. То есть можно считать, что в то время все его кольца достигли уровня 1 000 000 лет. После перерождения цвет его колец стал золотым, но это будет в следующих частях боевого континента. Возможно, когда-то мы увидим это в аниме. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, интересно ли вам больше узнать о Божественном Царстве и развитии Тансана в нем. Подписывайтесь на канал и всем пока.